Сегодня я покажу вам, как приготовить легкий вариант чиабатты. С вечера подготовим своеобразную закваску. Нам понадобится 300 грамм муки, 300 миллилитров обычной воды холодной из-под крана и буквально 1 грамм сухих дрожжей. Посмотрите, малюсенькая щепотка сухих дрожжей. И перемешаем это все. Добавляем сюда 300 миллилитров холодной воды из-под крана. И столовой ложкой вот так вот перемешаем. Даже руки не надо пачкать. Накрываем пленкой. И оставляем на всю ночь, примерно на 12 часов, и затем продолжим. Прошло около 12 часов, можно оставить чуть на большее или чуть на меньшее время, это не принципиально. Посмотрите, как тесто должно выглядеть, посмотрите, какие пузырьки в нем образовались. В этом стакане у меня 100 мл воды комнатной температуры. Добавляю сюда чайную ложку соли и перемешаю. Добавляю эту соленую воду к тесту и руками хорошенько все это перемешаю. Я очень люблю возиться с тестом. Это очень приятно, очень успокаивает. Перемешаем, чтобы образовалась однородная масса, чтобы эта вода с солью равномерно распределилась по всему тесту. Здесь у меня 250 грамм муки. Добавляю сюда, посмотрите, совсем чуть-чуть сухих дрожжей, менее чем пол чайной ложки. Добавим, перемешаем это все. Все хорошенько перемешать, чтобы образовалось тесто. Вот и все, тесто замешано, это заняло буквально пару минут. Наливаем вот в ладошку немного растительного масла. Чуть-чуть больше налила, чем надо, но ничего страшного. И вот с этим маслом хорошенько вот так вот еще раз обработаем наше тесто. И все на этом. Накрываем пленкой. И оставляем на час-полтора отдыхать. Прошел час с небольшим. И теперь нам нужно сложить наше тесто. Для того, чтобы было легко это проделать, смачиваем пальчики в холодной воде. И берем одну сторону вот так, растягиваем, насколько это возможно, и перекладываем на другую сторону. И так со всех 4 сторон. Накрываем опять пленкой и оставляем еще на какое-то время, чтобы тесто увеличилось в объеме примерно в 2 раза. Не торопите тесто, пусть оно медленно растаивается. Прошло примерно 1,5 часа, посмотрите, как тесто чудесно поднялось. Посмотрите, снимаем пленку, вот так вот переворачиваем нашу посуду и тесто само выпадет из нее. Из этого теста можно испечь 1 хлеб, 2, 3, 4, сколько вам нравится, в зависимости от того, какого размера хлеб вы предпочитаете. Я обычно делаю 2 хлеба из этого теста. Вот так разделю тесто. Я придала тесту вот такую продолговатую форму. И теперь я начинаю сворачивать это тесто вот таким рулетиком. Один батончик готов. Точно так же сформируем второе тесто. Так как этот сформированный хлеб мы еще оставим на расстойку. И смотрите, что я обычно делаю. Вот беру вот такую большую доску и на нее кладу бумагу для выпекания. Теперь аккуратно переношу это тесто сюда. И то же самое сделаю со вторым тестом. Так
так как во время расстойки тесто будет увеличиваться, поэтому, чтобы они не соединились вместе, мы вот так вот в серединке, смотрите, вот так вот сделаем и поставим как преграду между ними. Накрываем кухонным полотенцем и оставляем минут на 30-40, даже может быть на час, чтобы тесто хорошенько отдохнуло и увеличилось в объеме. Если хотите получить вкусный хлеб, то не надо торопиться. Прошел час с небольшим. Посмотрите, как чудесно теперь наш хлеб, наше тесто выглядит для хлеба. Осталось только выпечь этот хлеб. Для того, чтобы получилась хрустящая корочка на этом хлебе, нам понадобится вот такой вот обычный пульверизатор. Здесь внутри вода, обычная вода из-под крана. Выпекаем этот хлеб в разогретой духовке до 230 градусов Цельсия. Как только поставим это тесто в духовку, сразу же обрызгаем пульверизатором и 5 минут выпекаем при температуре 230 градусов и затем минут 25-30 при температуре 200 градусов. Посмотрите, как легко переносить это тесто. Вот прямо на пергаментной бумаге. Всего лишь 30 минут и наш чудесный хлеб готов. Посмотрите. Видите, как он хрустит? Напомню, что я пекла 5 минут при температуре 230 градусов и 25 минут при температуре 200 градусов. Дождемся, пока он остынет, и разрежем этот чудеснейший хлеб. Посмотрите, какая чудесная чиабатта получилась. Посмотрите, как она выглядит изнутри. Обязательно приготовьте, обязательно попробуйте. Приятного вам аппетита! Спасибо вам за просмотры. Подписывайтесь на наш канал и делитесь нашими рецептами со своими друзьями.